Привет, куберы! В этом видео я расскажу про все вариации кубика Gun Infinity, которые только могут существовать. И я изучил этот вопрос прям досконально и знаю про этот кубик, наверное, практически все. Нехитрыми математическими способами я сосчитал все вариации кубика Gun Infinity, и их количество на данный момент составило чуть больше 33,5 тысяч штук. Вы только себе представьте, у одной модели кубика более 30 тысяч различных вариаций. И мне кажется, это только начало. И я думаю, что цветовая линейка в будущем значительно расширится большим количеством цветов или, может быть, каких-то дополнительных параметров. В таком случае количество вариаций может легко превысить 100 тысяч штук. Это просто нереально большое разнообразие для одной модели кубика. Как минимум, я сам видел и показывал варианты кубиков с цветами, которые в данный момент недоступны. Ближе к концу видео я их покажу, а если тебе нравится узнавать все горячие новости из мира спидкубинга раньше других, то подпишись на канал, а также поддержи мои старания лайком. И не забудь написать комментарий по теме видео. Напомню, что все комментарии я читаю и отвечаю на них, можешь не сомневаться и даже проверить. Еще у меня есть второй канал, на котором я тестирую различные кубы, собираю их на скорость и делаю распаковки. Скорее всего, в будущем там будет что-то отвлеченное от спидкубинга, но в данный момент там все-таки больше спидкубинга. В любом случае, я буду рад подписке и на второй канал тоже. Большое спасибо! Уже совсем скоро новогодние праздники, и самое время готовить подарки. Если ты не знаешь, что подарить, или, может быть, выбираешь подарок себе, то у меня для тебя отличная новость. Кубик Рубика — это идеальный подарок. И для новичка, и для профи, гарантирую. Если тебе нужен классный кубик, например, Waylon GTS 2M, это хороший выбор по соотношению цены и качества. А по лучшей цене в России ты сможешь купить его на сайте procuber.ru. Этот кубик очень крут. На нем уже было установлено 2 мировых рекорда. Предыдущий был установлен корейцем и составлял около 4,5 секунд, а текущий мировой рекорд составляет около 3,5 секунд и был установлен китайцем. И это говорит о том, что в кубике заложен огромный потенциал. Если ты хочешь купить что-то другое, то ты найдешь кучу классических кубиков Рубика от бюджетных до самых премиальных, а также массу разных прикольных головоломок для того, чтобы собирать, поломать голову и скоротать не один вечер. А самое главное, что цены на сайте очень привлекательные. Обязательно загляни и найди то, что подойдет именно тебе. procuber.ru, ссылка будет в описании. Сделаем небольшой экскурс в историю. Для тех, кто не так давно увлекается спидкубингом, такие бренды как Dayan и Fangshi, наверное, будут в диковинку. Но еще 3-4 года назад с этими кубами происходило что-то похожее. В линейке кубика Dayan 5 было 4 разных размера, и каждый размер помимо основных цветов еще имел по несколько дополнительных цветов, таких как желтый, синий, оранжевый, зеленый и еще может быть какие-то. А также было 2 или 3 вариации цветных кубиков. Один был классической расцветки, второй с черным цветом вместо белого, и был еще кубик с фиолетовым вместо оранжевого, кажется, или что-то типа того, я уже точно не помню. Этот кубик был коммерчески успешен и мега популярен среди спидкуберов. Собственно говоря, поэтому и он был реализован в таком большом количестве вариаций. И второй кубик — это Fangshi. Визуально его конструкция очень сильно напоминает современные кубы Gun, но этот кубик не был особо успешен, скорее наоборот. Мне кажется, что Gun позаимствовали удачный опыт кубика Dayan с большим количеством разнообразных версий, так как тройки от Gun — это, наверное, одни из самых популярнейших троек, и логично было бы повторить. А также переосмыслить неудачный опыт кубиков Fangshi. Визуально один очень напоминает другой, концепция похожа. А в итоге Gun реализовали хорошие идеи, а плохие довели до ума, и помимо этого внедрили свои наработки. Довольно продуманно и органично, и получился такой кубик-трансформер, как Gun Infinity. Gun Infinity бывает двух основных типов: со стикерами и из цветного пластика. Начнем с кубика со стикерами. У нас кубик состоит из следующих составных частей. Первое — стикеры. Они бывают двух видов: Full Bright и Half Bright. Full Bright переводится как яркие цвета. Еще их иногда называют флю, что значит флуоресцентные. Но это не всегда одно и то же, зависит от конкретной ситуации. А Half Bright переводится как бледные или темные цвета. Второе — внешний пластик. В данном примере он черный. На данный момент доступны всего 6 цветов: черный, белый, кофе с молоком, розовый, красный и синий. Третье — внутреннее строение. На данном примере этот цвет кофе с молоком. Доступно также 6 цветов. Все цвета те же самые: черный, белый, кофе с молоком, розовый, красный и синий. Четвертое — цвет магнитных капсул. Доступно 3 цвета: прозрачный, оранжевый и фиолетовый.
Пятое. Выбор крестовины. Доступно две вариации. Это IPG V5 и Numerical IPG. Если хотите подробнее узнать про эту крестовину, то посмотрите видео про GAN 356X, которое будет в подсказке. Кратко лишь скажу, что IPG значит Iron Plastic Core и переводится как крестовина из металла и пластика. В крестовине Numerical IPG есть возможность точной настройки по щелчкам, примерно как в кубике Moyu Waylon GTS 3M. А крестовина IPG V5 это предыдущая версия крестовины. В ней настройка осуществляется по старинке, на глазок. Шестое. Соответственно, к крестовине можно выбрать цвет гаек. Это желтый, зеленый, синий и фиолетовый. А как мы знаем, цвет гаек в кубиках GAN определяет степень жесткости кубика. Стандартный самый популярный цвет гаек это синий. Лично мне он больше всего и нравится. И по моему мнению он является оптимальным. Многие профессиональные спидкуберы предпочитают абсолютно разные цвета. Но это лишь дело вкуса и зависит от индивидуальных особенностей вращения кубика. Седьмое. Далее можно выбрать размер магнитов в ребра и размер магнитов в углы. Доступны следующие размеры: 3 на 2 мм, 3 на 1,8 мм и 3 на 1,5 мм. Я так понимаю, что от размера магнита зависит сила магнита, то есть чем больше магнит, тем сильнее будет притягивать. Иначе я не понимаю, зачем это нужно. Так что скорее всего это так. Если знаете точно, то поправьте меня в комментариях. Перейдем к цветному пластику. У кубика из цветного пластика параметров несколько меньше, но их достаточно для того, чтобы разгуляться и кастомизировать кубик на свой вкус. Первый параметр, который можно менять, это цветной пластик. Он доступен в 4 вариациях: Full Bright, яркий сет, Full Bright Pink, яркий сет с розовым вместо красного, Half Bright, темный сет, и, как вы могли уже догадаться, Half Bright Pink, темный сет с розовым вместо красного. И еще можно будет выбрать параметр без цветного пластика. В таком случае куб будет однотонным, цвета кофе с молоком. Далее внутренний пластик. Также в данный момент доступно 6 цветов: черный, белый, кофе с молоком, красный, синий и розовый, с размером магнитов в ребрах и углах, цветом магнитных капсул, выбором крестовины и жесткостью гаек. Все абсолютно то же самое, как у кубика со стикерами. Мы уже видели, что новый кубик Felix имел внутреннее строение бирюзового цвета, но такой цвет в данный момент недоступен. Также еще был кубик с бирюзовым внешним пластиком, но такого цвета в данный момент тоже нет. Именно поэтому я предполагаю, что в будущем будет доступно гораздо больше цветов и вариаций. Комплектация кубика следующая. Логично, что будет сам кубик GAN 354M Infinity, фирменная коробка GAN Infinity, фирменный оранжевый мешочек, GAN Box. На фото он синий, но на самом деле я думаю, что он прозрачный. И VIP-карта держателя кубика GAN Infinity, которая абсолютно ни для чего не нужна и ничего не дает. Я вообще не понимаю, зачем кладут эти карты. Если вы надумаете приобрести кубик GAN Infinity, то придется выложить за него не больше, не меньше, а целых $59, а это на данный момент примерно 4000 российских рублей. Это очень высокая цена за кубик Рубика 3 на 3, но это та цена, которую GAN просит за действительно уникальный куб, который может быть в единственной вариации в мире. Кстати, вы заметили, что в комплектации нет гаек, то есть те, которые вы выбираете, это единственные гайки с этим кубом. И, кстати, почему-то ничего не сказано про отвертку. Такое ощущение, что ее тоже нет, по крайней мере, судя по презентации. А как же тогда регулировать кубик? Стоит это того или нет, уже решать вам. Лично для меня это того не стоит, так как это очень дорого за кубик 3 на 3. На моей памяти это либо самый дорогой кубик Рубика, либо один из самых дорогих кубиков 3 на 3. Мне больше всего по дизайну нравится классический цветной GAN 354M с черным внутренним строением и стандартными прозрачными магнитными капсулами. А если бы мне нужно было собрать себе GAN Infinity, то я бы, наверное, выбрал цветной, но с красным внутренним строением, стандартными синими гайками и прозрачными магнитными капсулами. Напишите мне в комментарии, какой кубик GAN Infinity вы бы хотели себе, с наклейками или цветной пластик, какой внутренний пластик, какие гайки и какие магниты. В принципе, этого будет достаточно, мне будет очень интересно почитать ваши варианты. К сожалению, цена на этот кубик оставляет желать лучшего и остается совершенно неподъемной для спидкуберов из стран СНГ, и у меня есть стойкое ощущение, что кубик не получит должного распространения. При этом мне очень нравится идея такой кастомизации кубика.
Если тебе понравилось это видео и ты хочешь больше видосов про новинки, то поставь лайк и напиши комментарий по теме видео, что думаешь по этому поводу. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые и еще более крутые видосы. Также не забывайте подписываться на мой второй канал, на котором я тестирую кубы. Подписывайтесь на мои инстаграмы и вступайте в паблик ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья, буду рад всем, все ссылки на соцсети будут в описании. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео, на этом у меня все, с вами был ProKuber, собирайте кубики.